С Новым годом, дорогие, с прошедшим Новым годом, дорогие подписчики, телезрители, клиенты. Желаю вам счастья, любви, здоровья, благополучия. А самое главное, близкого человека, который с вами рядом, который настоящий, любит вас по-настоящему, и вы его любите. И вы принимаете таким, какой он есть, и он вас принимает такой, какой он есть, скажем так. Вот. Сегодня мы поговорим о такой постоянной проблеме, из-за чего расходится большинство пар, которые действительно любят друг друга. Это эгоизм, самовлюбленность, это желание видеть в любимом человеке не того человека, который он есть, а желание видеть в человеке кого-то другого или пытаться отстроить идеальную картинку, из-за чего мы теряем близких нам людей. Ведь большинство мужчин, женщин пытается вписать своего мужчину или женщину в какую-то конструкцию, которая у них заложена в голове, тем самым теряя настоящие хорошие отношения, потому что, скажем так, считаем, что так должно быть правильно, должна супер готовить, супер убираться, быть идеальной хозяйкой, идеальной в постели, идеальной во всем. Но жизнь такова, что идеальных людей не бывает, если вы любите человека, и он вас любит. На некоторые вещи стоит просто закрывать глаза и принимать человека таким, какой он есть. Ведь в итоге, пытаясь отстроить своего партнера под свою идеальную картинку, которая у нас в голове, в большей части мы теряем своего партнера и осознаем это только через какое-то время, что, пытаясь отстроить идеального партнера, идеальную картинку, мы ничего не получаем. Мы получаем, что мы теряем любовь, отношения, и близкий нам человек, мужчина или женщина, уходит. В данном случае ко мне обратился мужчина, была достаточно хорошая пара, люди любили друг друга, у них прямо яркая история любви, мужчина идеалист, женщина красивая девушка, не женщина, а красивая девушка, ей там 25 лет. Они случайно встретились в компании, ну и приглянулись друг к другу. Мужчина настолько идеалист, что ему заложено, скажем так, программой идеальные отношения, что женщина должна должна быть идеальной хозяйкой, идеально все расставлять по полочкам, идеально убираться, идеально готовить, идеально делать все. Мужчине, скажем так, пока она была с ним рядом, было недостаточно того, что она просто его любила, у них были прекрасные сексуальные отношения, она старалась просто отдавать свою любовь и заботу так, как она умела. Но она не была идеальной, в принципе, и мы все не идеальные. У кого-то один недостаток, у кого-то другой недостаток. И он своим идеализмом и пытанием довести человека до идеального состояния, которое ему нужно, довел человека до того, что человек начал сильно пить, пытаться меньше приходить на работу, пытаться меньше общаться. И в итоге через больше 5-6 лет отношений женщина терпела, она за 6 лет отношений, молодая девушка, не получила ни предложения, хотя она все это время просила, хотела, чтобы он отдал свою руку, предложил ей свое сердце и кольцо, и чтобы они стали мужем и женой.
В итоге ее хватило на 5-6 лет, они не завели ни ребенка, ни... Хотя мужчина старше, лет на 7, на 8, не завели ни ребенка, не стали ни мужем, ни женой. А идеализм из этого мужчины пер настолько, что он пытался построить полностью под себя эту женщину, прямо чтобы она была идеальной, и чуть ли не выгонял из своего дома, если она неправильно убиралась, или что-то неправильно, или не так убрала, или что-то неправильно делала, то, что казалось ему неправильным, скажем так. Вот. Грубо говоря, своим идеализмом и желанием довести человека до идеальной какой-то картинки, которой не существует, ну как бы идеальных людей не бывает, человек потерял эти отношения, тяжело очень потерял, и только пройдя какой-то период, пройдя 7 месяцев, он понял, что он потерял полностью человека, потому что она все время до этого за ним бегала. И эта девушка завела другие отношения. Вот. И он понял, что он не может жить без этого человека, что его идеализм это глупость, что он мог быть счастливым. И все было бы отлично, если бы не его идеальная картинка, которая у него была в голове. Так вот, что я пытаюсь вам этим донести? Когда вы встречаете партнера, и вы видите, что вы его любите, и он вас любит, идеализм и пытание довести своего партнера до идеальной какой-то картинки в большинстве случаев приводит к тому, что мы теряем своего партнера и теряем любовь, и теряем покой. В большей степени, если люди действительно по-настоящему друг друга любят, люди тяжело расходятся, то есть, грубо говоря, мужчина или женщина страдают, бывает, до 2-3 лет, когда они находят другого партнера, и помнят этого партнера очень долго. Поэтому не ищите картинку, ищите любовь. Не бывает идеальных отношений, не бывает идеальных женщин, не бывает идеальных мужчин. Главное, чтобы была любовь, и чтобы человек действительно искренне вас любил и старался сделать вам приятно и хорошо. Если вы с этим человеком вам хорошо, но он не подпадает под вашу картинку, и он вас любит, сломайте свои стереотипы, свои желания сделать из партнера что-то идеальное, а просто живите, отдавайте свою любовь, и вы будете счастливы. А сейчас я буду заканчивать. В данном случае мужчина дождался 7-8 месяцев, он думал, что она прибежит обратно к нему, она от него ушла. 7-8 месяцев, в итоге она завела другие отношения. И он не может уже 8 месяцев найти себе покоя, не спит, не ест. Сейчас он осознал, что он, к сожалению, большинство людей начинает осознавать, что они теряют только после того, как они потеряют. Он знал все это время, что он ее любит, но ему хотелось вот какую-то идеальную женщину с собой рядом иметь. Да, большинство мужчин, они смотрят на своих мам, да, а мамы пытаются показать своему сыну какую-то идеальную картинку, и он пытается эту идеальную картинку отразить в своей женщине. Но идеальный, поверьте, ни ваши матери, ни ваши отцы, они не идеальны. Они просто вас любят и пытаются для вас сделать все. И людей идеальных не существует. Главное любовь, а не идеализм. Так что вот так. Сейчас я буду заканчивать работу. Значит, в данном случае я буду делать приворот. На данный момент мужчина уже понял, что он потерял и что он натворил. И он попытался всячески вернуть эту женщину до того, как ко мне обратился. Но обыкновенными методами у него не получилось, поэтому он обратился ко мне. Вот. Работа уже почти закончена. А мы продолжим нашу работу заканчивать. Надеюсь, у этой пары все сложится.
мужчина возьмется за голову и перестанет пытаться искать идеального партнера в своем любимом человеке. А мой совет вам, люди, не ищите в партнере, который вас любит и которого вы любите, идеальное что-то, идеальные, предположим, сиськи, идеальное лицо, идеальное поведение, чтобы она или он идеально убирался или приносил много денег. Ищите прежде всего любовь, а все остальное не настолько важно. Самое главное жить с человеком, которого ты любишь и который тебя любит. А в погоне за идеальной картинкой можно потерять свою жизнь. К сожалению, соцсети, Инстаграм, идеальные картинки, которые мы видим, идеальные какие-то вещи, правильные какие-то слова приводят нас к тому, правильные в кавычках, к тому, что мы ищем того, чего не существует. Не существует ни идеальных мужчин, ни идеальных женщин. Если человек любит, и ты его или вы его любите, не ищите идеально, и вы друг другу не изменяете, и все у вас хорошо, но там какие-то мелочи вас не устраивают, вы пытаетесь под себя построить человека. Не пытайтесь подстроить под себя человека, а пытайтесь найти консенсус, найти что-то хорошее, за что вы его полюбили, и все у вас получится. Всем вам счастья, любви в новом году, и чтобы вы не искали идеальную картинку, не пытались из партнера сделать идеального партнера, потому что побег к идеализму всегда приводит к расставанию. Я понимаю, что многие видят идеальные картинки, идеальные какие-то отношения в сериалах, но это все нереально. Идеальных людей не бывает. Все это картинка, обработанная в фотошопе. Или сценарий какого-нибудь фильма, тоже идеальный. Потому что идеальных ни мужчин, ни женщин не бывает. И в этом вся красота, в неидеальности. Мы часто теряем своих партнеров, потому что хотим получить что-то другое, как нам кажется. Что партнер должен быть каким-то другим. Но если вы его любите, тот партнер, который рядом с вами, если он не издевается с вами, а действительно вас любит, пытается для вас что-то сделать, он уже идеален. Вся его неидеальность и есть то, что он идеален для вас. Я не говорю про те случаи, когда люди изменяют друг друга, бьют, бухают. Я говорю про обыкновенную жизнь, когда из партнера пытаются сделать, когда в женщине видит кухарку, а не женщину прежде всего. Когда в женщине пытаются видеть маму, опять же, а не женщину. Когда в мужчине пытаются видеть кого-то другого, богатого или миллионера, или там, чтобы он супер красивым был или супер накачанным. Но вы же его полюбили таким, какой он есть, без денег, с его недостатками. Зачем вы пытаетесь изменить своих людей, которых вы любите? Надо вместе просто расти, а не пытаться изменить партнера.
вместе расти по жизни, и тогда и вы вырастете, и партнер, а не пытаться изменить. Вот. Так как мы работу уже почти сделали до вас, она уже была почти готова к этому времени. Я всю ночь почти заканчивал ее. Поэтому тут осталось пару минут буквально закончить. Надеюсь, в этой паре мужчина осознает, что идеальных женщин не бывает. Начнет любить сейчас, после того, как вернет свою женщину, такая, какая она есть. Ведь не идеальность, это на самом деле есть идеальность для него, потому что он ее любит такой, какая есть. И прожил с ней 6 лет. И многие мужчины говорят, а вот я делал для нее вот это, а я вот делал для нее то. Дорогие мужчины и женщины, мужчины и женщины это совершенно разные две составляющие. Мужчина воспринимает по одному, женщина совсем все воспринимает по-другому. То, что для вас кажется, вы много делали, для большинства женщин не нужно, им нужно совсем другое. То же самое и наоборот, я скажу женщинам. То, что вы думаете, что вы много чего делаете, большинству мужчинам это не нужно, им нужно немножко другое. Я в следующей передаче я вам расскажу, расскажу про отношения, что большинство мужчин хотят видеть в женщине, а большинство мужчин хотят не кухарку видеть в женщине, да. Это просто, ну вот, стереотип от матери, от родителей, что должна готовить, убирать, стирать. Нет, это не самое важное, далеко не самое важное в любимом человеке. Женщина может не готовить хорошо, плохо убираться, но она может вас любить. У вас может быть прекрасный секс и прекрасные отношения. И вы можете быть без вот этой части жизни счастливы и довольны жизнью, и вам все будет прекрасно. Вот в данной ситуации, да, мужчина тоже пытался из женщины, не жены, он ее даже не сделал женой, из женщины пытался сделать кухарку. И идеальную, прежде всего, маму, а не жену. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. До встречи.